Всем привет! Renault готов избавиться от АвтоВАЗа, так как понимает, что это подвешенная ситуация надолго. Это последовало после того, как АвтоВАЗ нашел новых поставщиков в Китае. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это с меня в конце несмешной анекдот. На днях стало известно, что французская автомобильная корпорация Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на предприятие АвтоВАЗ другому инвестору. Renault на данный момент принадлежит 68% акций АвтоВАЗа. Китайцы уже ведут переговоры, а кроме них, как ни странно, есть и другие желающие приобрести предприятие, в том числе Ростех, которому уже принадлежит 32% акций АвтоВАЗа. Цена сделки, конечно же, не сообщается, и явно с каждым днем она становится все меньше и меньше. Эта сделка избавит Renault Group от юридической ответственности перед российским бизнесом и 45 тысячами сотрудников. Наконец 2021 года бизнес группы Renault в России оценивался в 2,2 миллиарда евро. Согласно финансовому отчету, в прошлом году выручка группы от российского бизнеса составила около 10%, а рентабельность АвтоВАЗа 9%, тогда как остальная часть автомобильного направления только 0,6%. В этом году ситуация на АвтоВАЗе будет немного иной. Компания одной из первых попала под санкции Европейского Союза и США, и только в марте была вынуждена несколько раз останавливать свои заводы из-за нехватки импортных комплектующих. В отчете говорится, что в 2021 году АвтоВАЗ выплатил 393 миллиона евро заработной платы сотрудникам. Чистый финансовый долг компании составил 597 миллионов евро, что также необходимо учитывать при выходе из альянса новому владельцу. Есть вероятность, что Тольятти станет логистическим или отвертко-сборочным центром для китайского автопрома. Но скорее всего ВАЗ все-таки в очередной раз выживет. Финансовая изоляция убьет резон возить что-то из-за границы, и отечественный автопром вновь станет отечественным во всех смыслах этого слова. Кстати, на производство универсальных автомобильных компонентов для поддержки российского автопрома дадут 30 миллиардов рублей. Чиновники ожидают, что это позволит преодолеть зависимость российского автопрома от поставок иностранных запчастей. Сумма в 30 миллиардов рублей может быть выведена из средств, получаемых бюджетом в виде утилизационного сбора. Но быстрого импортозамещения ждать не стоит, тем более в этом году. А пока запчасти будут завозить в Россию без согласия брендов. Идея с серым или параллельным импортом витала в воздухе уже давно. Последние события лишь ускорили принятие положительного решения. На прошлой неделе российские власти легализовали параллельный серый импорт, то есть через некоторое время разрешат некоторые группы товаров возить в страну без согласия правообладателей торговых марок. Пока сложно представить все плюсы и минусы этого разрешения, но явно на наш рынок массово хлынут подделки. Но и обещанная мною шутка юмора. Руководство АвтоВАЗа постоянно предъявляло претензии к китайцам, почему они не подделывают их автомобили. И вот сейчас им придется этим заниматься. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что будет с АвтоВАЗом в этом году? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, берегите себя и своих близких.